Итак, всем привет! Сегодня речь пойдет об Абхазии. Ездил летом 2021 году в Абхазию, в июле, на машине. Но при прохождении границы из Абхазии уже в Россию есть несколько нюансов. Первый – это вы можете свернуть не там и попасть уже на штраф, на деньги, завернуть на автовокзал, там ДПСники вас штрафуют. Вот. Второе – это вы просто там не там завернете уже на территории России и потеряете время, будете вклиниться опять в очередь из машин, просто потеряете время. Третье, после паспортного контроля уже перед самым выездом с границы вы можете проехать, не найти место, куда припарковаться и проехать уже последнее КПП за границу, за ворота. Вот, тогда у ваших пассажиров возникнут проблемы с пересечением последнего заграждения. Эти все моменты я отразил в видео. Кому лень смотреть или некогда, можете в описании посмотреть, там есть метки для быстрого просмотра. Если сравнивать с теми же черноморскими курортами, то в принципе это очень хорошее место. Море чистое, цены не кусаются, народ в принципе добродушный. Есть природа хорошая, дороги тоже нормальные. Очень сомневался ехать на машине, потому что перед этим немножко смотрел роликов. Ролики на ютубе, например, там негативно высказывались некоторые о поездках на машине, потому что там ГИБДДшники, ДПСники якобы очень лютые, штрафуют, там вымогают деньги, вот. Но за весь период, который я там находился, именно внутри, уже, ездил каждый день, около 10 дней, я не встретил, ДПСника, чтобы он не стоял, где-то поджидал, что-то такое, где-то караулил, вот, я там проехал с высокой скоростью или там пешехода где-то не уступил, такого не было. То есть я только их видел на посту ДПС, и то они внимания на нас не обращали, мимо проезжаешь, и им не надо ничего такого, если ты не нарушаешь, и они даже не выходят из своих будок. Вот. Что еще? Дороги там более-менее нормальные, я разницы с российскими дорогами не увидел, даже мне показалось, есть такие города у нас в России, вот я там проезжал некоторые, где намного хуже есть дороги, чем здесь. Ехали мы в отельчике, мини-отель, называется Лиана, вот, он находится рядом прямо с городом Пицунда, это от Адлера. Сначала идет Адлер, потом границу пересекаете Гагры, и дальше вот идет Пицунда. И по дороге вот в Пицунду есть череда мини-отельчиков. Вот в одном из них я остановился. Там был большой основной корпус трехэтажный. Вот, территория где-то 40-50, наверное, соток, я думаю. Большая парковочка, и корпуса. В маленьком корпусе он был двухэтажный, на первом этаже были туалеты, там подсобные помещения и большая общая кухня. Там можно было приготовить себе, кто хотел поесть, там пожарить картошку, курицу, отварить шашлычки, пожарить, там был мангальчик. И столы, мини-бар, столы, можно было все это там поесть. Он находился недалеко от местного пляжа. Пляж он общественный, ничейный, не отельный, бесплатный. Находился в 200, наверное, метрах от самого пляжа, от моря. Вот, надо было только перейти дорогу. И дальше там небольшой пролесок, и вот он пляж. Пляж, он как везде, я был в Сочах. В Сочах он такой же, крупная галька, каменистый. Здесь он такой же, чистенький. По населенности вообще почти там нет никого. То есть местные отдыхающие из нескольких мини-отельчиков, они растягиваются по этому пляжу. Море чистое. Сейчас речь пойдет о пути к нам в Россию, пересечение границы. Весь путь у нас занял от нашего отеля, это почти из Пицунды до прохождения границы, то есть всей полностью уже до
въезда в Адлер час 26. Из того, что, включая уже прохождение всей границы паспортного контроля, досмотра машины и дороги, где-то около получаса, наверное, может минут 40 от Пицунды до вот этого таможенного контроля. Итак, сейчас подъезжаем вот к границе, видим, уже нас встречают знаки, на белом фоне на знаке написано «Автовокзал направо», нам туда не надо. То есть, если вы туда поедете, нарветесь на штраф, там обычно стоят ДПСники местные, и они штрафуют от 3 до 6 тысяч, это штраф,
в рублевом эквиваленте, или якобы они пугают, что возьмут, заберут права. И то есть до разбирательств там это никому не надо, понятно. Ну и само по себе они там торгуются. Вот, едем как можно левее, левее, и если у вас будет разделение, то выбираем левую полосу. Итак, вот здесь вот пошло разделение, и как видим, я завернул не туда, я поехал справа, а надо было вот слева. Но не беда, если вы также промахнулись, как я. Едем дальше, и там будет место, где это возможно исправить. И вот это то самое место, где возможно еще без проблем завернуть налево. Эта дорожка будет идти к границе, к таможенным досмотрам и пограничным заставам. Но, как видим, я поехал по незнанию направо и чуть-чуть растерялся, так как первый раз приезжал сюда, в Абхазию, тем более на машине. И здесь я столкнулся с тем, что этот проход, проезд, очень забитый машинами, то есть как встречными, так и попутными. Я пропускал встречных машин, сзади подпирали уже, которые по пути со мной едут, выгружать, например, своих попутчиков. Вот. И последней каплей там было то, что я сомневался, ехать, не ехать, туда ли я вообще еду, потому что как бы не похоже было на пограничные посты. Вот. И последней каплей там был микроавтобус, который ехал, и он праворульный, и он мне помахал: поехали, не бойся, типа за мной. Я так понял, это мне. Я нарвался дальше там на ДПСников, там была машина ДПС, было 3 сотрудника, они там ловят таких, как мы, по незнанию заблудившихся, и это как бы рыбное очень такое место, я как понимаю, для них. А он сразу мне начал объяснять, молоденький сотрудник ДПС, что это так и так, это лишение прав, у него завтра заканчивается смена, то есть это разбирательство на завтра, он тоже затягивать не хочет, штраф этот от 3 до 6 тысяч рублей, вот, вообще присуждается, и говорит, если есть возможность и желание, то можете как бы по минимальному тарифу, я так понял, это 3000 оплатить и разъедемся, я вас отпускаю. Вот, но я начал там ему парить мозги, что вот, там, не по знанию сначала, он мне опять начал это все правило обсуждать, потом я немножко там сказал, что, вообще так как бы нехорошо, не гостеприимно, вот, про вас там ролики снимают, что ДПСники жучат наших российских граждан, вот, снимают ролики, зачем вы так делаете, туда-сюда. Несколько машин, таких же, как я, по незнанию дальше проехали, они их тоже останавливали. Он видит, что как бы я тут что-то туплю, вымораживаю, и поток машин уже едет, надо следующих оформлять. Он мне сунул обратно мои документы, которые я ему отдавал, вот, и сказал: езжай. То есть нам работать надо. Я чуть-чуть там поблагодарил, он все, нам неинтересно, я так понял, давай езжай. То есть там поток большой, заблудших таких же душ, как я, и вот многие попадаются. Но если вы, как бы, вам не повезет, как мне, и вы будете что-то оплачивать, то торгуйтесь. У меня были такие мысли, как бы сторговаться, но до этого дела не дошло, и он мне просто вернул все документы, я поехал обратно. Там дальше надо также выезжать по этой же дорожке, и после 2 знаков «Уступи дорогу», это такие треугольники, вот, надо завернуть направо и ехать уже к границе.
Здесь далее вот подъезжаем к первому пропуску, это абхазская граница, она проходит в принципе быстро, как видим здесь такой беглый осмотр, ну видимо формальный, просто открыть двери, посмотреть, что там, ну сотрудники пограничной службы, они смотрят, ну нет ли у вас, видимо, там автомата на заднем сиденье или что-нибудь такого, или там, не знаю, еще каких-то других незаконных вещей. Вот, багажник быстро открываем и дальше проезжаем. Здесь уже второй сотрудник, он проверяет документы на, видимо, подлинность, ну и количество соответствия всем нормативам. На этом пункте пропуска тоже быстренько показываем в окошко документы, которые у нас имеются, ну, паспорта, оригиналы, у нас были российские не загранпаспорта, и свидетельство о рождении, если у вас есть дети до 18 лет. Как вы понимаете, это мы въехали уже на российскую территорию. Вот. И здесь будет разделение тоже. Прямо это для автобусов и других каких-то мини-венчиков. Вот. А направо это для легковых машин. И нам нужно тут уже держаться правее наоборот. Примерно вот с этого времени, уже с этого места, можно выгружать своих попутчиков, которые едут с вами. Так как их проверка документов почему-то занимает больше времени, они ждут больше в общей очереди, и на этом очень много теряется того же времени. Вот. А автомобилисты, которые едут за рулем, они проходят намного быстрее, потому что у них больше окошек, больше как бы... Видимо, им дается почему-то, не знаю, преимущество в этом плане. И они, кто едет один за рулем или один за рулем и с несовершеннолетними детьми до 18 лет,
дети могут остаться с водителем в машине и быстро в этих же окошках с водителем пройти эту проверку. Там тоже паспорта и свидетельство о рождении нужно предъявить. Вот. Там сверят все на наличие каких-то у вас штрафов или что-то такое, и если вдруг, видимо, выяснится, они вас чуть-чуть задержат, помурыжат, но если все нормально, пропустят дальше. Проверка также идет автомобиля, вот. Но в общей очереди достаточно много теряется времени, и лучше выгрузить своих, говорю, попутчиков уже как можно раньше, чтобы они двигались в эту очередь, занимали там место себе поближе, и будет намного быстрее прохождение этой границы. Так, на этом участке мы, как все, показываем автомобиль сотруднику пограничной службы, открываем капот, все двери, багажник, он бегло осматривает, внизу у него есть какая-то, в руках у него какое-то зеркальце с фонариком, он тоже там что-то дно у машины смотрит, но это тоже формальности, никому ничего не надо, я вот не видел, чтобы при мне что-то шмонали. То есть какие-то есть рамки были по вывозу чего-то там, меда и алкогольных напитков, то есть же чачи, вино, что-то такое, там какие-то ограничения есть, 1,5 литра, по-моему, на взрослого человека совершеннолетнего, но, как видим, это никто не проверяет. Мы этого тоже первый раз, немножко остерегались, много не взяли.
И вот он, пункт паспортного контроля. Здесь нужно проехать через шлагбаум, у этого окошка остановиться, заглушить двигатель, вот, потом выйти, показать, ну, со своими документами и уже продвигаться к окошку, дать сотруднику там, который сидит в этой кабинке, свои документы. Если у вас дети остались в машине до 18 лет, их можно с собой иметь. Нужно также их вывести к этому окошку и с документами. Там быстро вас, в принципе, осматривают, сверяют фотографию и отпускают дальше проходить досмотр. После паспортного контроля здесь тоже есть сотрудники какие-то, ну, тоже самые службы. Я вышел, но вроде как ничего не открывал. Он просто быстро посмотрел и говорит: дальше езжай. Это была последняя инстанция, где нужно было что-то показывать, досматривать. Вы, в принципе, уже здесь почти свободны, но находитесь на территории пограничной службы. Дальше вам после этого нужно искать место, куда просто примкнуться и ждать своих попутчиков. В моем случае это была супруга с детьми. Они стояли в общей очереди. Это заняло у них намного больше времени, чем мне, кто за рулем. Вот. Вам нужно проехать немножко, где-то примкнуться и ждать их на этой же территории. Если вы выедете уже за ворота КПП, вот этой пограничной службы, то у них, ну, кто остался уже без машины, у них немножко возникнут трудности, так как это автомобильный пропускной пункт. И здесь нужно передвигаться только на машине. Выходят только, я как понимаю, сотрудники этой пограничной службы, здесь пешком передвигаются, а все остальные должны на машинах. Кто остался без машины, то есть ваши попутчики, они должны кому-нибудь подсесть в машину, это там не запрещается, и просто выехать. У них такие правила: выезд и въезд только на машине, на автомобиле. И вот здесь, вот, как видим, последний этот пропускной пункт на территории России, и через него-то и нужно передвигаться на автомобиле. И вот эти вот сотрудники, которые здесь на въезд и выезд стоят, они за этим следят. И если вы будете пешком, они так вас не пропустят, ну и посоветуют, конечно, подсесть кому-нибудь и выехать, так как там камеры туда-сюда, им протоколы заполнять, им проблем не нужно, и как положено, так и надо выезжать.